Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы вместе с вами будем проводить достаточно интересное собеседование на тему о том, что произошло с рынком жилой недвижимости целого северо-восточного региона, куда входят, напомню вам, 4 крупных областных города-центра. Город Харьков, это город Чернигов, город Суммы и город Полтава. Постараюсь кратко, тезисно и в то же время с цифрами рассказать вам, что произошло с недвижимостью данного региона отдельно по каждому городу. Период сравнения будет: сначала у нас мы будем исследовать, что произошло за месяц, то есть колебательные процессы. А в конце видео, традиционно подводя итоги, посмотрим, что произошло за год с недвижимостью по 4 крупным областным городам-центрам. И, конечно же, друзья, я сделаю краткосрочные прогнозы о том, что будет происходить с недвижимостью до конца первого полугодия 2026 года. Друзья, смотрим подготовленный мною материал через призму времени и цифр. Постараемся вместе с вами разобраться в процессах, которые я наблюдал благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, давайте, в общем-то, давайте начнем с обсуждения данной карты. Здесь мы будем говорить о колебательных процессах длиною в 1 месяц. Вы увидите, что произошло с недвижимостью по 4 крупным областным городам-центрам. Но это я уже повторяюсь, так чтобы было понятно, что мы говорим о недвижимости целого региона. Итак, друзья, показываю, как пользоваться данной картой. Начнем с города Чернигова. Это называется, вверху видим, да? Карта – это легенда карты под каждым городом. То есть показатели, которые характеризуют состояние рынка недвижимости на конец апреля 2026 года. Начнем с города Чернигова. Итак, социальное жилье, друзья, мы видим, что $495 за квадратный метр, то есть это достаточно бюджетное жилье на сегодняшний день, что показало нам за месяц снижение минус 0,40%. Друзья, напомню вам, что весь 2025 год город Чернигов с какого-то перепуга показывал нам динамику роста. И вот спустя ровно год, где-то даже чуть больше, с февраля месяца мы стали наблюдать, как динамика снижения стала присутствовать на рынке жилой недвижимости города Чернигова. Напомню вам, что Черниговская область, я потом более подробно вам расскажу, это приграничная область Российской Федерации и также с Белоруссией. То есть это потенциально опасная область для, так сказать, понимания с точки зрения военных действий, которые могут там произойти. Следующий, друзья, показатель также стоимостной, эконом, комфорт, бизнес-класс, вторичный рынок. Также, друзья, подешевел на 0,32. Вот сейчас недвижимость в городе Чернигове, повторюсь, стала вести себя адекватно. Будем говорить только о процентном соотношении, что происходит. Первичный рынок квартиры эконом-класс показали снижение стоимости на 0,23%. Ну а первичный рынок комфорт бизнес-класс незначительную динамику роста плюс 0,27%. Подытоживая, еще раз повторюсь, город Чернигов с февраля месяца, это февраль, март, апрель, 3 месяца уже показывает динамику снижения практически по всем сегментам. Город Чернигов показываю указкой. Следующий, друзья, город – это город Суммы. Это также прифронтовой город. Активные боевые действия ведутся уже в Сумской области. И вот здесь происходит что-то для меня непонятное. Непонятно с точки зрения той статистики, которую я отслеживаю, скрупулезно собираю. И сейчас мы о ней поговорим. Итак, начнем с того, что население, да, забыл про город Чернигов вам сказать, а вот население в Суммы 264 тысячи, это население довоенное.
Сейчас, я так предполагаю, наверное, 150 тысяч там живет, может, чуть больше. Напишите, друзья, кто живет в Сумах, насколько, так сказать, ваши ощущения людей больше, чем до войны, или же меньше сейчас проживает. Итак, количество предложений, которые были зафиксированы мною на рынке жилой недвижимости города Чернигова, напомню, не Чернигова, Суммы, это у нас первичный, вторичный рынок, это 6540 объектов жилой недвижимости, что показало динамику роста за месяц плюс 2,2%. То есть, ну, понятно, что желающих продать больше, чем желающих купить. Это естественно, прифронтовой город. Переходя к социальному жилью, это стоимостной показатель. Мы видим, что с какого-то перепуга вот здесь рост аж 1%. Друзья, я все могу, так сказать, понять, все могу объяснить, как в том анекдоте, да, объяснить я и сам могу, ты скажи, что на самом деле происходит. Так вот, вот это непонятные какие-то моменты с ростом, причем при этом еще раз, откуда информация? Я собираю данные с крупных интернет-порталов, такие как OLX, Думрия и все остальное, где платные объявления, друзья, это ключевое слово. То есть хочешь продать квартиру, плати. Закончилась публикация, плати опять. Если ты выставляешь нереальную рыночную, нерыночную стоимость, то ты просто попадаешь в деньги, так сказать, являешься спонсором той или иной площадки, которая рекламирует твою недвижимость. Поэтому здесь логика железная с точки зрения экономики. То есть человек никогда не будет ставить завышенную стоимость на свою квартиру, понимая ситуацию, что он живет в городе Сумы. Здесь же мы видим непонятные для меня, но это колебательные, друзья, процессы, на самом деле их аналитики не анализируют. С чем это связано, очень трудно сказать. Ну, напишите мне, может, вы знаете. Итак, социальное жилье выросло на 1%, безумие какое-то, за один месяц. Сравниваем март с апрелем. Эконом-комфорт бизнес-класс также выросла на 1,03%. Безумие тоже. Это вторичный рынок в Сумах, город, который под обстрелами, начинает расти стоимость квадратного метра. Переходя к первичному рынку недвижимости, друзья, мы видим также динамику роста плюс 1,24% квартиры эконом-класса. Ну и первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс показали чуть меньше рост, плюс 0,73%. Напомню вам, что весь 2025 год город Сумы как раз и показывал нам адекватное поведение, ну я имею в виду недвижимость показывала адекватное поведение. И стоимость незначительно, но все-таки снижалась. Что произошло в 2026 году, не знаю. Где-то тоже с февраля месяца вот эта история началась с ростом. Напишите, если кто знает, будет интересно почитать. Итак, переходим к следующему городу. Город Харьков. Город Харьков, это также, напомню вам, прифронтовой город. Активные боевые действия ведутся буквально недалеко от города. Разоружен город Волчанск, ну и так далее, Купянск. В общем, кто живет в этом регионе, очень хорошо знает карту боевых действий. Количество населения, начнем с населения. Население довоенное 1419. Я прошу прощения, 1 419 000. Это официальная статистика. Сколько сейчас живет? Я предполагаю, что около миллиона, но мне вот харьковчане, кстати, пишут, что людей стало жить больше. То есть, возможно, это люди поприезжали, так сказать, ну уже совсем с прифронтовых, так сказать, этих самых районов. Не знаю. Напишите, кто живет в городе Харькове. Я предполагаю, что все-таки не больше 1 миллиона. Ну, 1 200 000, может быть, максимум. Количество предложений. Также увеличивается количество желающих продать больше, чем желающих купить. Это 37 500 объектов жилой недвижимости на первичном и вторичном рынке было выставлено для продажи. Переходя к стоимостным показателям, социальное жилье, друзья, это вторичный рынок, показало снижение минус 0,34%, что, соответственно, ну, как оно вполне логично ситуации, в которой находится город Харьков. Дальше мы говорим о эконом-комфорт бизнес-классе. Здесь также снижение, это вторичный рынок, на 0,28% за месяц.
Ну и переходя к первичному рынку, здесь мы видим продолжающую динамику роста, плюс 0,18%, это квартиры эконом-класса. Первичный рынок, комфорт, бизнес-класс показали динамику роста, плюс 0,11%. И первичный элитный класс, первичный рынок элитный класс показал динамику незначительного снижения стоимости минус 0,07%. Напомню вам, друзья, еще раз. Весь 2025 год город Харьков показывал динамику роста где-то порядка 6%, там 5, ну с чем-то. Что у меня вызывало, опять же, как оно называется, недоумение, да, что происходит. И вот 2026 год, буквально тоже с февраля или с марта месяца, сейчас точно не помню, но точно знаю, что уже несколько месяцев, 3 месяца это точно, снижается стоимость квадратного метра. Не по всем еще сегментам и не по всем классам, но этот процесс уже пошел, что и должно соответствовать состоянию, так сказать, дел ну, как бы это ни звучало, я не военный эксперт на фронте, то есть чем это внешние факторы, которые очень сильно влияют на хотелки продавцов. Чем ближе фронт, тем что, друзья, меньше, так сказать, желающих купить и больше желающих продать. Я уже это показывал вам вот здесь по цифрам. Ну и, соответственно, стоимость квадратного метра должна снижаться. Переходим к последнему, друзья, городу, который у нас находится в северо-восточной части Украины, это город Полтава. Посмотрите, если город Чернигов, это граница, прям совсем граница, Белоруссия и Российская Федерация. Суммы, это тоже Российская Федерация, граница на протяжении всей области. Дальше, город Харьков, тоже граница с Российской Федерацией, то есть это реально прифронтовые города. А вот город Полтава, он находится ближе, ну даже визуально вы видите, ближе к центру Украины, то есть здесь более-менее спокойно по отношению, ну в сравнении все познается с городом Харьковом. И мы видим, что здесь стоимость квадратного метра продолжает расти. Как 2025 год был рост стоимости, так и 2026 год уже 4-й месяц. Давайте пройдемся по населению. 284 тысячи, друзья. Я предполагаю, что сейчас порядка 350 живет. Почему? Потому что это город, который находится на миграционных путях. И вот люди, которые бегут с прифронтовых зон, они, в общем-то, останавливаются. Город Полтава, он относительно бюджетный, хотя по стоимости, мы потом будем говорить, он перегнал уже город Харьков, что и закономерно. Впервые за многие-многие года, которые я наблюдаю за рынком недвижимости. Но с учетом того, что он ближе к центру, стоимость, еще раз повторюсь, растет. Итак, население, еще раз напомню вам, 284 это довоенное, сейчас я предполагаю, что порядка 300 тысяч. Кто живет в Полтаве, напишите, будет интересно. Ваши ну, визуальные ощущения, насколько больше или меньше людей на улице, в транспорте и так далее. Количество предложений также желающих продать больше, чем желающих купить. 9700 объектов жилой недвижимости, это первичный и вторичный рынок, было нами зафиксировано мною компания Олимп Консалтинг на рынке жилой недвижимости города Полтава, что на 2,1% больше, чем в марте месяце. Социальное жилье подорожало на 1,01%, что, собственно, неудивительно, еще раз повторюсь, это вторичный рынок. Также эконом-комфорт бизнес-класс, вторичный рынок подорожал на 0,73%. Ну, а первичный рынок, видим, что квартиры эконом-класса снизились на 0,46% за месяц. И первичный рынок комфорт бизнес-класс показал нам динамику роста плюс 0,58%. Итого, подводя итоги, мы видим, как ведет себя недвижимость неоднозначно в разных, так сказать, городах одного и того же северо-восточного региона. Давайте перейдем, вот здесь видим у нас уже подытоживающие данные, что произошло за месяц. Апрель сравниваем с мартом, в целом по
региону. Город Харьков, социальное жилье. На примере социального жилья я сделал эту табличку экселевскую. $588 за квадратный метр. Снижение за месяц плюс минус 0,34%. Индекс отрицательный 0,997. Город Полтава, вот то, что я говорил, видите, $603. Уже дороже стоит, чем город Харьков. И неудивительно, почему, ну, я объяснял, повторяться не буду, с чем это связано. Что показало нам динамику роста за месяц? Плюс 1,0%. Индекс положительный, единичка 0,10. Город Чернигов, друзья, это город Чернигов, который в 2025 году показывал динамику роста, в 2026 году с февраля месяца наконец-то стал вести себя, ну, как мне кажется, адекватно. $495 за квадратный метр, минус 0,40% снижения за один месяц стоимости. Индекс отрицательный 0,996. Ну и город Суммы, который с какого-то перепугу стал показывать динамику роста, не знаю. Ну, надеюсь, вы напишите, если кто живет в Суммах и понимает эти процессы лучше, чем, наверное, я. Напишите, будет интересно. $467. То есть самое бюджетное жилье у нас именно в городе Суммы. И рост за месяц плюс 1,08%. Индекс рынка недвижимости данного жилья положительный, единичка, запятая 0,11. Ну и подводя итоги, в целом по региону среднее арифметическое число 538, что показало динамику роста плюс 0,33% за месяц. Индекс положительный, единичка, запятая 0,03. Итак, друзья, переходим к следующему слайду. Здесь ничего не поменялось, кроме нижней таблички. Вверху вы видите колебательные процессы длиной в один месяц. А вот нижняя табличка, друзья, здесь мы с вами подведем итоги года. Конечно же, опять с цифрами. Сравниваем апрель 2026 года с апрелем 2025 года. Город Харьков на примере социального жилья. Город Харьков за год показал нам динамику роста 4,07%. Напомню вам, что весь 2025 год динамика роста была более значительная, больше 5%. А вот последние 3 месяца мы видим снижение стоимости. И, конечно же, вот здесь мы видим также снижение динамики роста, то есть было там 5%, сейчас 4%. И говоря о прогнозах, буду возвращаться к этим данным. Я думаю, что вот эта неспадающая, так сказать, линия тренда будет наблюдаться до конца года по городу Харькову. Индекс у нас положительный, пока единичка, запятая 0,41. Город Полтава, друзья, $603 за квадратный метр. Напомню, мы говорим о классе социальное жилье. В сравнении с апрелем 2025 года выросла стоимость на 6,54%. Индекс положительный, единичка 0,65. Ну, город Полтава, еще раз повторюсь, это город, в котором, в общем-то, я предполагаю, куда ведут миграционные пути, много мигрантов. И в силу того, что более, так сказать, спокойный город, здесь разогревается рынок недвижимости. И мы видим даже по стоимости квадратного метра, он уже опередил город Харьков. Город Чернигов, друзья, $955 за квадратный метр, апрель 2026 год. Сравнивая с апрелем 2025 года, видим, что рост 3,56%. Здесь, друзья, еще раз напомню и проговорю, весь 2025 год стоимость росла и порядка тоже 5% была в городе Чернигове. А сейчас, последние 3 месяца, мы видим снижение, что соответствует, так сказать, логике, ну, поведения любого рынка во время войны. Здесь видим, что сейчас в годовом измерении 3,56%, и стоимость будет снижаться на протяжении всего оставшегося года. Я думаю, что это, ну, вполне логично. Индекс положительный пока еще, единичка, запятая 0,36. Ну и город Суммы, который удивил всех, и в том числе меня, который показывал 2025 год снижение. Буквально за несколько месяцев, 4 месяца вышел, видим, в ноль. То есть вот если сравнивая
Апрель 2026 год, это $538 за квадратный, $467 за квадратный метр. И ровно столько стоила недвижимость в апреле 2025 года. Совершенно очевидно, что ну, вот, рынок города Сум недвижимости стал показывать незначительную динамику роста. С какого перепуга, не знаю. Напишите. Ну а в целом, если брать по регионам, что произошло за год, вот это среднее арифметическое число, как оно считается, вы знаете, 538. Мы видим, что в апреле 2025 года это было 519. Итого рост 3,71% за год. Подумайте только в прифронтовом регионе Украины. Индекс положительный, единичка 0,37. Друзья, немного саморекламы, расскажу вам о индексах. Я и компания Олимп Консалтинг на протяжении многих лет готовим индексы для крупных украинских банков, системных, национальных, также для иностранных банков, которые работают на территории Украины. Я знаю, что меня смотрят ну, люди, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам и риск-менеджменту. Так вот, индекс, друзья, это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра во времени. Здесь мы говорим о социальном жилье, вторичный рынок. Он считается просто, если у вас есть статистические данные. На примере целого региона показываю. 538, как он считается, делим на 519, получаем динамику роста в годовом измерении 3,71% и положительный индекс единичка 0,37. Друзья, которые работают в управлении по рискам, риск-менеджменту, вы хорошо знаете, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. Поэтому, друзья, наша синергия знаний, в общем-то, помогает и вам в вашем сложном бизнесе, и мне работать, развиваться, заниматься наукой, и компания Олимп Консалтинг также. Меня найти просто. В описании канала есть Viber телефончик. И в Старовске напишите или созвонимся. Естественно, составим техническое задание, и вы будете получать раз в квартал информацию, или точнее это называется исследование о том, что происходит с недвижимостью, под которую ваше финансовое учреждение выдало какие-то свои, так сказать, финансовые средства. То есть или растет недвижимость, как на примере северо-восточной части Украины, или же снижается, как на примере, допустим, Донецко-Приднепровского региона. То есть вся недвижимость, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые средства, я буду вам показывать во времени, что происходит с ней. Это ну, для вас супер актуальная информация. Друзья, ну, это была реклама, без нее никак нельзя. А теперь давайте о прогнозах. О прогнозах. Ну, прежде чем о прогнозах, давайте покажу вам еще одну картинку. Я ее всегда показываю. Сейчас найду ее здесь. Она где-то у меня в самом конце должна быть. В самом конце должна быть. Вот эта картинка. Особенности северо-восточной части Украины, еще раз напомню, это приграничные области. И мы знаем, что на рынок недвижимости влияет внутренние показатели. Это макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие экономики той или иной области. Допустим, Черниговской области, Сумской, Харьковской и Полтавской. Все эта информация в открытом доступе есть. Там все очень плохо, друзья. Экономика деградирует. Пятый год войны. А вот смотрите, при этом, при всем, что происходит. И вот последнее время, я об этом говорю, кстати, уже год назад, начал говорить, что вот так географически такой, видите, остров идет, Черниговская область, она, значит, граничит с Белоруссией, граничит с Брянской областью и, по-моему, с Курской областью немного еще есть здесь. Ну, могу ошибаться, но с Брянской областью 100% граничит. Так вот, друзья, в городе Чернигове это первые 3 месяца только мы видим, что снижается стоимость квадратного метра. При этом давайте вам покажу географическую особенность.
С крайнего перехода до города Чернигова, вот видите, 85 километров. Понятно, что в условиях современной войны дронов это ну, практически невозможно пройти, как это было в 2022 году, потому что Российская Федерация стояла в Броварах, это 20 километров от города Киева. Причем они прошли это достаточно быстро. И от Чернигова до Киева 144 километра, итого 200 километров. Подумайте только, 200 километров, когда уже там беспилотники 40-километровую зону могут делать, как она там называется, зона смерти, да, и так далее. Поэтому я предполагаю, что все-таки это приоритетное будет направление, Северная армия для Российской Федерации, для того, чтобы двигаться не столько на город Киев, сколько растягивать линию фронта, потому что ограниченное количество людей, которые ну, могут там насильно призвать со стороны Украины, да, все это очень ну, плохо влияет на, так сказать, на линию фронта. Поэтому Российская Федерация, я предполагаю, будет растягивать линию фронта, и, соответственно, война будет двигаться к направлению город Чернигов. И это что, друзья, на одну секунду себе представьте, когда у вас ствольная артиллерия может доставать. Это приведет к тому, что закономерные процессы мы будем наблюдать. Стоимость квадратного метра будет снижаться. Город Сумы, та же самая история. Прифронтовая область, уже говорил об этом не один раз, повторяться не буду. Снижение будем наблюдать весь 2026 год. Ну, может быть, еще там месяц-два увидим вот эти колебательные процессы в сторону роста. Город Харьков, ситуация та же самая, прифронтовой город, будет снижаться стоимость квадратного метра. Ну и город Полтава будет показывать нам незначительную динамику роста. Давайте закрою показ слайдов и уже к прогнозам показал вам карту. Особенность Черниговской, Сумской, Харьковской области. То есть я предполагаю, что по 0,5% каждый месяц, вот сейчас уже май месяц, я, кстати, через пару дней буквально запишу видео уже, что происходит в мае месяце, я все это отслеживаю. Так вот, по 0,5% май, июнь месяц мы увидим снижение стоимости квадратного метра по, так сказать, вот этим крупным областным городам-центрам, за исключение города Полтавы. Ну и, возможно, за исключение города Сумы, потому что там ну, непонятно, что происходит. То есть минус 1% будет снижаться стоимость в Харьковской области, город Харьков, будет снижаться в Чернигове, минус 1%. А вот город Сумы, я думаю, что ну, еще один месяц будем видеть май рост, а потом все-таки ну, это никуда не годится, как говорится, да, видеть динамику роста при фронтовом регионе. Ну, в любом случае, я вам обозначил ориентиры, что будет происходить с недвижимостью. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки ставить, дизлайки данному видео. Но вы должны помнить, что я ваш, друзья, скромный слуга, и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут компасом или же путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видео. Не забудьте поставить лайки и обязательно подпишитесь. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.